Вермиллион, Южная Дакота. В первый день летних каникул 29 мая 1971 года подружки Шерил Миллер и Памела Джексон вечером взяли старенький Студебейко и отправились на вечеринку. Местная молодежь собиралась на песчаном карьере в 16 километрах от городка. Здесь они могли чувствовать себя раскованно, зная, что взрослых поблизости нет. По дороге подруги увидели знакомый автомобиль одного из своих одноклассников. Они остановились поболтать. Девушки не очень хорошо помнили дорогу, начинало темнеть, поэтому было решено, что парни поедут впереди, а девушки последуют за ними. Какое-то время так и было. Затем парни поняли, что огней Студебейко не видят. Они остановились, чтобы подождать подруг, но их все не было. Еще через пару минут поняли, что проехали нужный поворот. Решили, что девушки его заметили и свернули, поэтому ждать нет смысла. Вскоре парни уже были у карьера, однако Пэм и Шерил еще не объявлялись. Одноклассники удивились, но вскоре забыли о подругах и продолжили веселиться. Утром родные девочек не обнаружили их дома. Сначала тревоги не было, ведь девочки могли остаться ночевать у подружек. Ближе к полудню мать Пэм позвонила Миллерам и узнала, что девушек там нет. Начались поиски. Уже вечером позвонили в полицию. Те не приняли обращение всерьез, мол, молодые девочки погуляют и вернутся. Однако часы сливались в дни, недели. Девушки так и не объявлялись. К концу июня полицейские все же занялись поисками. Обследовали русло реки Миссури, вдоль которой проходил короткий участок пути до карьера. Опрос знакомых и поиски автомобиля результатов не дали. Расследование закрыли, уверив родственников, что девушки примкнули к какой-нибудь компании хиппи и теперь колесят по всем штатам. Оставалось лишь ждать. Проходили годы, не принося никаких новостей. 40 лет спустя, лето 2013 года выдалось в Южной Дакоте невероятно сухим, многие водоемы обмелели. Сентябрь не принес желанного дождя и прохлады, вода продолжала убывать. 23 сентября местный рыбак обнаружил в почти пересохшей тем летом реке Брул-Крик притоки Миссури, торчащие на поверхности покрышки. Присмотревшись, он сумел разглядеть и днище автомобиля. Очевидец тут же позвонил в 911. Приехавшие следователи обследовали перевернутый автомобиль. Его номерные знаки неплохо сохранились. Это был пропавший много лет назад Студебейко. Он оказался в воде с включенными фарами, на третьей скорости. Одно из колес было лопнувшим. Вероятно, неопытная Шерил не справилась с управлением, автомобиль перевернулся на капот и скатился в ручей. Девушки не доехали до карьера полкилометра. В 1971 году полицейские обыскали более широкую часть реки Миссури, а вот небольшую речку обследовать не стали. Почему? На этот вопрос ответа нет.